Всем привет, вы на канале Blockchain Valley. Сегодня у нас на обзоре World of Deepin Sale, который будет проходить на нескольких лаунчпад площадках. И сегодня мы об этом поговорим. Ставьте лайк, подписывайтесь, а мы начинаем. Сразу давайте посмотрим бейкеров, партнеров. Мы здесь видим сильных бейкеров по типу Binance Chain, Тайка, Custom Capital, в общем, есть партнеры тоже крупные, есть, шилить проекты есть кому, в этом проблем не будет. Сейл будет проходить у нас на Випаде, это где я буду участвовать, это первое место, и второе место на Ordify, также я буду заходить и участвовать. Разница в чем? Разница в том, что будут больше сбора на Ordify, вы там получите больше аллокацию, потому что собирают у нас 225 тысяч, и в принципе сейчас не так много людей здесь участвуют, поэтому и здесь есть, кстати, рефаунд в течение 2 дней, на Випаде нету рефаунда и собирают 150 тысяч. Ну, в общем, в любом случае я буду и там участвовать, и на Випаде, и на Ordify. Сеть Binance Smart Chain у нас, и до прайс 0.043, это не меняется, да, ну тут 0.42,5, я думаю, это округлили. В общем, по ТГЕ 20% ТГЕ, дальше в течение 6 месяцев, сверяемся, 20% ТГЕ, дальше в течение 6 месяцев, все есть. Что еще из интересного? Проект сейчас начинает хайповать, и это правда, потому что даже мы сможем посмотреть динамику, сейчас я вам покажу. У нас Twitter 230 тысяч подписчиков, в общем, и совсем недавно он был намного меньше, он разгоняется за счет того, что вот буквально недавно еще Binance Research, это отдельный, да, как отдельное подразделение, которое занимается перспективными проектами, выделила World of Deepin как перспективный проект, и да, возможно, может потом Binance будет инвестировать туда или возьмет на радар этот проект. В общем, это в любом случае очень большой плюс жирный к этому проекту. Дальше много людей шилят, да, геймплей, игры. В общем, я сам не заходил, не играл, но есть это на Epic Game Store, насколько я знаю. То есть, в принципе, это MMORPG, где там бегаешь, проходишь задания. Я не знаю, я не спец по прям играм, чтобы саму игру как-то выделять или наоборот говорить, что она плохая. Но я же говорю, шилится, и людям нравится, и вот вы видите, да, в принципе, такой геймплей, турниры, в общем, а монета будет внутренней валютой этой игры. Короче, открытая местность, выполнение заданий и все такое. По тому, что вот шил идет, это нам свидетельствует еще крипторанг. Он нам говорит о том, что вот видите, за последние 30 дней у нас в топ-10 вошел World of Deepin по количеству юзеров, 755 тысяч активных юзеров, а не просто которые зарегались. Это буст на 37,3%, это только у Кэтизен был больше, да, ну не считая тех, кто за десяткой топовой. Поэтому обращаем внимание на этот проект, я советую участвовать в сейле, если вы, да, боитесь, рискуете там потерять часть депозита или что-то в этом сейле, то участвуйте на Ordify. Здесь есть рефаунд, как я сказал, в течение 2 дней. Вот здесь он написан. Если вам не нравится цена проекта, вы сможете спокойно вернуть свои деньги, не потеряете вложения, ничего, только на комиссию туда назад, получается, потратите буквально там, не знаю, 50 копеек пусть будет, да. И все. Поэтому для тех, кто аккуратничает, рекомендую на Ordify заходить. Для тех, кто верит в проект. И, в принципе, рынок сейчас развивается. И вот, в принципе, возможно, еще очень был сценарий вообще по крипте до конца года. И нету хорошего, четкого вообще сейчас нарратива, конечно, GameFi. Но вот выход какого-то такого геймчика может это все обернуть, да, затриггерить. И как будто World of Deepin сможет это показать. В любом случае, я не думаю, что это будет скам-проект, где мы улетим на минус, там, не знаю, 70% от цены IDO. Я думаю, что здесь все равно иксы будут, поэтому рекомендую. Сам буду заходить с 2 аккаунтов. Также, что еще, монета будет WOOD называться у нас. Initial Market Cap 873 тысячи долларов, что довольно-таки неплохо, да, уже намного, видите, все проекты уменьшили Initial Market Cap для того, чтобы, ну, там, хотя бы железобетонно показать 3-4 икса на выходе, да, может потом даже если потихоньку скатываться, то хотя бы на выходе дать
Ну, а я же говорю, в принципе, монета юзабельная, она нужна будет для игры, поэтому применение есть, там и стейкинги, и внутренние предметы игровые. В общем, все эти дела в игре, это все делается за счет этой монеты. Дальше по листингам, я думаю, по-любому это там Gate, Max, BitGet это будут. Вопрос Bybit я не могу сейчас сказать, не знаю. Если Bybit будет, то это понятно, что это будет у нас здесь прибыльный сейл, но пока, да, пока можно ориентироваться на Gate, на Max точно. И таком в концертинном сценарии, не знаю, ну 3-4 икса, я думаю, забираются точно с этого проекта. С 20% разлока 3 икса 60% и монеты в холд. Это уже на ваше усмотрение, нравится вам, нет. Или, я же говорю, рефаунд, если вам такое не устраивает. Но если проект стреляет там на 5-7 иксов, то, понятно, вы сразу забираете всю сумму с ТГЕ. И, в принципе, у вас еще остается куча монет. 80% именно монет останется. И вы сможете спокойно себе или холдить, или стейкать их, да, или вообще игруху скачать и там как-то тратить. В общем, кто уже что хочет. Поэтому я рекомендую участвовать. Подрезюмируем еще раз. Я буду заходить с 2 аккаунтов. В принципе, по максимальной локе. Я не знаю, на Ordify я уже взял еще 4 тир. Вышло мне вообще купить сейчас, короче, 4 тир дешевле, чем я купил предыдущие 3. Потому что я их брал намного дороже. И я рассчитываю, наверное, здесь на косарь в этом сейле. И на випаде, я не знаю, долларов 400, наверное, насыпят алогу. Тут меньше сбор у нас, поэтому, не знаю, долларов 400-500, мне кажется, випад даст с 2 очередей. И здесь, я думаю, косарь точно. DeFi сейчас щедро насыпает, и сборы больше. В общем, как-то так. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. А также не забывайте подписываться в Телеграме, ставьте лайки. Подписывайтесь, до скорых встреч.